Я Диана Алимова, финансовый директор Куб2Б. В компании Куб2Б мы помогаем развиваться бизнесу, оптимизировать налоги и эффективно управлять финансами для роста прибыли наших клиентов. 3 цифры о нас. 18 лет я управляю финансами разных компаний до 1,5 миллиарда рублей оборота. Более 5000 налоговых проверок мы успешно прошли вместе с нашими клиентами. По итогам последней налоговой проверки мы вернули 1 миллион 556 900 рублей живых денег нашему клиенту. Наш продукт – это порядок в бухгалтерии, минимальные налоги и эффективные финансы. Итак, 10 ошибок предпринимателя, которые съедают прибыль компании. Вы совершаете 10 ошибок и теряете свою прибыль, если у вас в компании нет человека, который своим рублем отвечает за план продаж, план продвижения, ресурсный план, за маржинальность, за рентабельность, за налоговую нагрузку, налоговые льготы, платежеспособность, финансовую устойчивость, кадры. Вы думаете, сейчас откроют бизнес, начнутся продажи, поставщики будут устраиваться очередь заманчивым предложением, все проблемы с государственными органами решит бухгалтер или юрист, а конкуренты тихо исчезнут с рынка. Мы видели столько предпринимателей, которые так и думают. Большинство просто не знает, какие могут быть последствия тех или иных управленческих решений. Они искренне удивляются, когда возникает кассовый разрыв, а иногда даже не подозревают, что компания уже работает в убыток и продолжает работать без каких-либо изменений. Это путь к банкротству. Именно так и начинается каждая вторая история собственников, которые с убытками и долгами обращаются к нам за экстренной помощью. И я не устану повторять, управленческий учет – это база, это упорядоченная система отчетов и показателей, отвечающих на вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности. Практика показывает, что люди почему-то готовы прилагать гораздо больше усилий для построения успешной карьеры в чем-то бизнесе, чем для развития своего собственного дела. Ну, вспомните, сколько у вас сил и времени ушло на то, чтобы получить свою сегодняшнюю должность. Годы учебы в вузе, на дополнительных курсах, стажировка, изучение правил работы в компании, общение с начальством, постоянное развитие профессиональных навыков. Так почему же собственный бизнес кажется более простым занятием, не требующим ответственного профессионального подхода? Собственно, бизнес вести ничуть не легче, чем работать на кого-то, хотя трудности в нем будут другого порядка, чем на наемной работе. Да и вместо одного начальника у предпринимателей как минимум 10 покупатели, клиенты, государственные органы, поставщики, арендодатели. Со всеми этими людьми и структурами надо будет уметь взаимно действовать, понимать их цели и потребности, выполнять свои обязательства. Для этого нужны инструменты, понятные профессиональные инструменты. Это управленческий учет. Бизнес похож на автомобиль. Сам он катится только под горку. Если вы не представляете себе, что именно делать и за что вам платит клиент или покупатель, то рекомендуем составить финансовую модель. Давайте прямо сейчас на простом примере построим эту финансовую модель в 7 простых шагов. Итак, первое. План продаж – это доходы. Все доходы компании по всем направлениям и продуктам. Там учитываются и планируются проценты потерь, проценты отказов, возвратов, планируются апсейлы, кросс-сейлы. Указан планируемый доход, исходя из плана продаж на годы вперед, и можно отслеживать выполнение плана по доходу в динамике за каждый месяц. Итак, план продвижения. Второй план – это маркетинг. План по лидам, конверсиям, рекламным площадкам, бюджету по каждой площадке в отдельности и по общему бюджету. Процент выполнения плана по лидам и плана по расходованию бюджетов, стоимость лида и клиента. Тут закладывается доля каждой рекламной площадки, исходя из процента конверсии, определяется количество лидов по каждой площадке для выставления плана в отдел маркетинга. Отдел маркетинга будет на годы вперед знать помесячный план привлечения лидов, приоритетные площадки и бюджет на каждую рекламную площадку помесячно. Третье. Ресурсный план. Это ресурсы в рублях на годы вперед, исходя из количества продаж, клиентов и показателей. Сколько нужно будет сотрудников по конкретным должностям через несколько лет или в конкретном месяце, какая площадь помещения офиса нужна, какая площадь склада, сколько компьютеров и рабочих мест. Тут же рассчитываются планируемые до рубля заработные платы за каждый месяц с учетом роста компании. Пятое. Маржинальность и операционная прибыль за каждый месяц должны быть спланированы на годы вперед. Можно моделировать развитие компании, настраивая средний чек, план продаж, стоимость клиента в маркетинге и смотреть, как изменится прибыль через год.
Например, можно смоделировать поднятие цен на 30% и заложить процент потерь клиентов после поднятия цен на 40% и проверить, как это отразится на прибыли, на необходимых ресурсах и зарплатах. И можно сильно удивиться, что, например, подняв цены на 30% и потеряв 40% клиентов, прибыль станет больше, чем сейчас, а ресурсов, требуемых для оказания услуг, нужно гораздо меньше. Все эти действия приведут к росту чистой прибыли и рентабельности. Это 5. А значит, к росту стоимости вашей компании. Итак, 6. Снижаем налоговую нагрузку на бизнес. Мы извлекаем больше ресурсов в компании. Иногда достаточно поменять систему налогообложения или внедрить систему налоговых льгот. И в бизнесе освободятся от 2 до 5 миллионов рублей. Это значительно повысит платежеспособность и устойчивость компании. 7. Налоговые льготы. В нашей практике мы применяли налоговые льготы для разных бизнесов. Например, сеть стоматологических клиник платила каждый квартал по 1 миллиону рублей налога по упрощенке, не зная, что на общей системе компании с медлицензией могут использовать льготу по НДС и по налогу на прибыль и платить 0%, а экспортеры вообще могут получать деньги из бюджета в виде НДС. Например, только в этом квартале мы вернули клиенту из бюджета 1 миллион 556 тысяч 900 рублей живых денег. 8. Главный инструмент платежеспособности – это платежный календарь. В этом отчете мы за каждый месяц по дням распишем все планируемые поступления и планируемые расходы. Такое ведение финансового учета позволяет видеть в моменте, в какой день у вас может возникнуть кассовый разрыв, не хватить денег на оплату, и поможет спланировать финансовые движения внутри месяца правильно. Например, планируется оплата поставщику товара 12 числа, но и на 12 числа на расчетном счете не будет денег, так как 10 числа выплата у вас заработной платы сотрудникам. Мы можем заранее сдвинуть оплату поставщику или перенести авансирование с 20 числа на 11, чтобы на расчетном счету в нужный момент оказались нужные деньги. Это все ведется финансовым директором. И собственник только будет получать нужные данные и советы для принятия ключевых решений. Это показано компаниям, где есть проблемы нехватки денег на закупку, на зарплату, на налоги внутри месяца. 9. Финансовая устойчивость. Определим по отчету о движении денежных средств. Он отражает всю информацию о деньгах компании, сколько их поступило, откуда, сколько ушло и куда, сколько денег прямо сейчас лежит на всех счетах клиента, включая наличные счета, сейфы и прочее. В моменте можно понять, где какие деньги есть, куда их нужно перекинуть, чтобы ими можно было эффективно воспользоваться. И все это в рамках платежного календаря. Бывает так, что деньги вроде есть, но непонятно, а где они есть, где, сколько и сколько нужно понадобится уже завтра. Когда деньги на оплату и покупки есть, но прямо сейчас достать их не получается, отчет о движении денежных средств как раз помогает перемещать финансы по счетам. Наличным, безналичным, заграничным, чтобы компания в любой момент могла правильно воспользоваться своими деньгами с минимальными издержками. Что-то нужно считать на долгосрочном вкладе с высоким процентом, что-то нужно держать на счетах для быстрых переводов и оплат, что-то нужно держать в сейфе для повседневных нужд. Итак, главный управленческий отчет, который показывает, какие активы есть в компании и за чей счет они приобретены, это управленческий баланс. Например, в компании есть запасы на складе, но они уже проданы и просто лежат, занимают место. Куплено оборудование, и его стоимость составляет определенную сумму. Есть деньги на счетах, но часть денег – это кредиты, часть денег – это поступления от покупателей, но обязательства еще не исполнены, авансы. И эти деньги могут в любой момент быть возвращены обратно. Часть денег может быть чистыми и необремененными, за которые можно приобрести товар или вывести как дивиденды. И вот этот отчет показывает реальное финансовое положение в компании. Он нужен для получения кредита. Этот отчет первое, что попросит банк. Он нужен для инвесторов, которые хотят видеть реальное положение компании и принять решение, вкладывать в компанию или нет. Он нужен при продаже компании. То есть это основной отчет, из которого формируется стоимость компании. Итак, мы с вами определили главные составляющие стратегии развития вашего бизнеса в вашей финансовой модели. В эту модель вы можете заложить ключевые показатели, но если за них никто не отвечает, то они не будут выполняться. И это последняя и самая фатальная ошибка. Кадры. В мотивацию ваших сотрудников нужно зашить KPI, то есть материальную ответственность сотрудников за достижение тех показателей, к которым вы хотите прийти. По-другому это не работает.
Итак, мы разобрали 10 фатальных ошибок, из-за которых вы теряете свою прибыль. Основная идея – ваши сотрудники должны отвечать за показатели вашего бизнеса, и вы это можете контролировать. Это показатели: план продвижения, ресурсный план, маржинальность, рентабельность, налоговая нагрузка, налоговые льготы, платежеспособность, финансовая устойчивость, кадры. Если вы хотите финансовую модель, с помощью которой вы будете контролировать эти показатели, тогда пишите в комментариях к ролику «Хочу прибыль», и мы запишем вас на бесплатную консультацию финансового директора. Мы гарантируем, что в любом бизнесе есть скрытый ресурс чистой прибыли, ваших денег, которые вы увидите уже после первого месяца работы финансового директора. Время – деньги, не теряйте его. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.